солнечные холмы, таинственные пещеры и разноцветные воздушные шары. Сюда слетаются туристы со всего мира, чтобы увидеть, как на рассвете десятки воздушных шаров взмывают в небо и проплывают над древними скальными образованиями. Это Каппадокия. Это здорово, это здорово! Вау! Очень круто, мне прям сейчас слезы будут. Всем привет! Вы на канале Ямбой, и мы приехали в Каппадокию. А если быть точным, в деревню, которая называется Гёреме. 6 месяцев назад мы уже были здесь и посетили главные достопримечательности, поэтому в этом выпуске мы к ним возвращаться не будем. А если вам интересно, то вы можете посмотреть их в этом видео. Но я думаю, что для вас не секрет, что главная причина, для чего сюда приезжают туристы, это воздушные шары. В прошлый раз мы ждали полета несколько дней, но, к сожалению, безрезультатно. Поэтому мы вернемся сюда снова и посмотрим, что из этого выйдет. Белые пещеры – это визитная карточка Каппадокии. В них обустраивают отели и кафе. В этот раз мы решили остановиться в пещерном отеле, который называется Zara Cave Hotel. Прелесть всех этих отелей, которые находятся в пещере в Каппадокии, их внимание к деталям. Этот отель не стал исключением. Посмотрите, с какой любовью и заботой все здесь сделано, чтобы создать уют для своих гостей. Эта гостиница открылась в прошлом году, и здесь работает русскоязычный персонал, который максимально старается создать домашнюю теплую атмосферу для каждого гостя. Ой, как здесь тепло! Есть номера, которые находятся в настоящих пещерах, например, как этот, а есть номера, которые пристроены, но, если честно, никакой разницы вы не почувствуете. Но очень чувствуется, что у вас номера такие свежие, что гостиница не так давно открылась. Ой, как мило! Большой, просторный, хороший? Жарко. Жарко, тепло. Вот это знаете, что это? Что это? Стреленькая машинка. Вот это. Да ладно, центрифуга? Да. Менеджер наш говорит, давай, говорит, что-нибудь покушать. Я говорю, давай. А что будем кушать? А давай мангал сделаем. Заварганили мангал готовим. И вот посетители подходят, говорят, о, как вкусно пахнет. Я говорю, давайте, заходите. Все вместе покушали, сели. Лишь бы вот было, да, уют и как бы доброта какая-то. Еще больше уюта создают вечерние посиделки у костра. Под гитару всем желающим разливается турецкий чай или каппадокийское вино. Особую атмосферу Востока создает декор с традиционным турецким орнаментом. Так тепло и душевно. Так что будете в Каппадокии, от души рекомендую. Всем доброе утро. Сейчас 6 часов утра, и похоже, наш полет на воздушном шаре все-таки состоится. На всякий случай я скрещу пальцы. Поехали! Как раз начинается самое-самое интересное. Это очень круто, но пока немножечко страшно. Как такая махина полетит. Смотрите, как сделаны перегородки. Нас еще, в принципе, должны пристегнуть, но пока не пристегивают. Круто. Мечты сбываются там, где в них верят, это точно. Очень тесненько здесь, никакой социальной дистанции. И почему-то нас не пристегнули, хотя вроде должны были.
Ну что, погнали? Полетели? Воздушный шар поднимается вверх благодаря разной плотности воздуха внутри шара и снаружи. Воздух внутри шара нагревается пропановой горелкой. Разряженный горячий воздух легче холодного, и по закону Архимеда он выталкивается вверх, а корзина при этом притягивается к земле. И благодаря такому балансу шар может зависать на нужной высоте. Полеты контролирует турецкая госавиаслужба. Если служба сочтет погоду безопасной, она даст разрешение на полет и шары взмоют в небо. Редко, но бывает так, что туристов рано утром привозят к шару, а полет резко отменяется. Но нужно быть готовым и к такому повороту. Безопасность превыше всего. Очень круто. Мне прям сейчас слезы будут. От счастья. Как я мечтала увидеть столько шаров в небе. Вообще, полет на воздушном шаре – это очень романтично. Поэтому в основном все летают парочками, чтобы насладиться рассветом в объятиях любимого человека. Я замерзла очень сильно, но этого того стоит. Что примечательно, шары сажают на пикап, а не на землю. Не знаю, как вас, а меня этот факт очень удивил. Наш полет закончился, и это, конечно, было незабываемое впечатление. Если вы будете в Каппадокии, обязательно полетайте на шарах. Если вы будете в Турции, приезжайте сюда. Это просто такие эмоции на всю жизнь, это просто что-то невероятное. Я рада, что мы сюда приехали, и я рада, что наконец-то моя мечта осуществилась. Сертификатики вот такие дают, что мы полетали в Турции такого-то числа. Прикольно. В корзине на 24 человека полет обойдется вам в 70 евро за наличные и 80 евро по оплате картой. Поэтому имейте в виду, лучше всего брать с собой кэш. На улице такая слякоть. Вы знаете, я когда возвращаюсь, сразу же начинаю скучать по путешествиям. Куда бы поехать? Давайте-ка посмотрим. В Израиле непонятно, что происходит. Индия закрыта. Швейцария нужно 2 недели карантинная плюс вид на жительство. Япония закрыта. Ужас. А вы знаете, ведь путешествовать можно и необычным способом. Например, при помощи чая Greenfield. Да-да. А вы что подумали? Тут столько вкусов в коллекции, что можно оказаться в любой точке мира. Вот тебе, пожалуйста, турецкий рынок с гранатовым вкусом, дождливый Лондон, я, конечно, про Эрл Грей, заварил жасмин, и ты в Китае, Сенчу, и перед глазами возник Фудзияма. А главное, и ехать-то никуда не надо. Я такой реально сейчас в Турции пила. Кайф. Каппадокия – это целый регион в центральной части Турции. Он известен своими пещерами и подземными городами. Самое туристическое место в Каппадокии – это Гёреме. Именно отсюда легче всего добраться до самых популярных локаций. Ну и, конечно, именно здесь открываются самые лучшие виды на полет воздушных шаров. Интересный факт. Каппадокия была неизвестна остальному миру еще чуть более 200 лет назад. И что самое смешное, когда французский путешественник Пол Лукас рассказал о ней соотечественникам, те не поверили ему и заявили, что весь его рассказ – лишь плод его воображения. При прогулке я заметила пустую пещеру. С виду внутри никого нет. Давайте заглянем туда. Пещера старая, а двери современные. Вдруг сейчас здесь кто-нибудь выскочит,
скажет, вам нельзя здесь находиться. Слушайте, я думаю, что здесь хотят сделать какой-нибудь отель. Потому что вид здесь симпатичный. Возможно, это была спальня. Мне кажется, это даже не отель, а просто какой-то дом был. Может быть, его хотели до коронавируса в какой-нибудь ресторан переделать. Я не знаю, сколько хожу по Гёреме, столько я просто восхищаюсь видом. Видео, скорее всего, этого не передаст. Это нужно действительно видеть своими глазами. Это какой-то космос. Это не наша планета. Вот здесь вот у нас въезд в Гёреме. Очень хорошо видно всю деревню. С этой точки она прям как на ладони. И я не знаю, видно или нет, вот здесь вот какая-то такая заснеженная гора. Если честно, я не знаю, что это за гора, но смотрится это просто потрясающе красиво. Мне кажется, эти слова я повторяю постоянно, находясь здесь. В Каппадокии принято на краю обрывов, где красивый вид, ставить вот такие вот качели. Это прям их фишка. А еще на смотровых площадках в Гёреме распространены вот такие вот деревья с оберегом глаз Фатимы. Честно, я не знаю, что это означает, но мы сегодня у нашего управляющего в отеле попробуем это выяснить. Ну, как у вас есть машина дома, не знаю, что-нибудь ценное. Ну, люди как бы завидуют, но ничего вам не случается. Камень сам сломается. У нас был, ну как, не знаю, 15-20 такой штук был у нас. Ребята бы собрали и сказали, это у вас это дом, новая машина, этого. Ну, потом они уже уехали, потом мне уже голова начала как бы болеть. Ну, они уже как бы, наверное, завидовали. Когда я посмотрел, вот эти штуки, они уже сам сломался. После того уже у меня как бы голова все как бы здорового, нормального. И когда ты носишь, тебе ничего не случится. Но это не касается ислама. Ну, в Коране это не написано. Мы сегодня решили походить по не туристическим тропкам и посмотреть, какие же виды открываются. Из какого места самый лучший вид. Сейчас надо аккуратно пройти по таким вот склончикам. Аккуратно, побежали. Мы пошли по очень неправильному маршруту и решили срезать. Если уж взялись за дело... Ой! Это была не очень хорошая идея, потому что все очень скользкое. И вот по этим вот камушкам идти точно нельзя, поэтому приходится идти вот так вот. Но я надеюсь, что мы не дойдем до тупика, чтобы потом возвращаться обратно. А дальше-то куда? А есть другой вариант? Это была очень плохая идея. Мне кажется, мы не сократили путь очень. Мы почти дошли! Так, хорошо, здесь как? Здесь должно быть сцепление хорошее. Так, здесь нормальненько прошли. Прям такой азарт, дойдем, не дойдем или опять обратно возвращаться. Это тупик. Мы пришли к какому-то домику, от которого нет дорог, только обрывы. Но как вариант, вот еще есть дорожка. Я не знаю, куда она ведет, но мне кажется, что единственный вариант – это пойти по ней, либо возвращаться обратно. Так что идем дальше.
Слушайте, я не знаю, какого размера должна быть собака, чтобы оставлять такой огромный след своей лапы, но если сравнить этот след размером с мою руку. А может быть, это не собака? Может быть, мы слишком далеко забрели? Пойдем-ка отсюда. Ну, теперь мы точно идем по дороге, по которой ходят люди. Но назревает вопрос. Срезали ли мы дорогу? Возможно, да. Но сэкономили ли мы время? Я думаю, что нет. Но в любом случае, по таким тропинкам идти всегда веселее, чем по ровной дороге. Слушайте, мне кажется, мы опять зашли в какой-то тупик. Вниз дороги точно нет, потому что дальше идет обрыв. Но есть надежда вот на эту прощелину. Держим пальцы. Бинго! Здесь есть дорога! Если честно, вот это место, по которому мы сейчас идем, по этой тропинке, оно ничуть не хуже парков, которые мы посещали в прошлый раз и за которые платили деньги. И здесь нет вообще никого. Рядом стоят домики, вы также можете в них залезть, вы можете там пофотографироваться, никто не будет вас отвлекать, никто не будет влезать в кадр. И все это бесплатно. Вот только лошадиный навоз валяется под ногами. Чтобы вам было проще найти геолокации, где я бываю, я всегда их оставляю в описании ролика. Поэтому, если вас заинтересовало это место, смотрите там. Туда лезть незачем. Здесь, в принципе, и так все видно. За неимением леса или другого привычного стройматериала местные жители стали обустраивать под дома эти белые скалы. Этот материал такой мягкий, что его можно обработать даже палкой, но работа эта очень кропотливая. Можно выкопать всего 60 сантиметров туфа, а дальше нужно ждать 48 часов, чтобы мягкая часть внутри туфовой скалы затвердела при соприкосновении с воздухом. А после 2 дней продолжали копать дальше. Сложно даже представить, сколько времени уходило на один дом. На самом деле тоже интересно, что это такое, что это значит и как давно вот это все выгравировано. Что примечательно, в Каппадокии люди до сих пор используют такие пещеры для жизни и спокойно в них живут. Но единственное, что вот все равно здесь начинают появляться трещины, и власти уже задумываются о том, чтобы людей из таких мест переселять в нормальные дома. Из моего отеля открывается замечательный вид на полет воздушных шаров. И, конечно, я не могла не воспользоваться этой возможностью, чтобы увидеть их еще раз. Вы только посмотрите, как же это красиво! Так как в прошлый раз я уже исследовала все основные достопримечательности Каппадокии, не забывайте, что вы можете посмотреть их в прошлых выпусках. В этот раз я решила отправиться в нетуристические локации и поехала в город Аванос. Каппадокия славится своими глиняными изделиями, а Аванос вообще считается городом гончарных мастеров. Ну и раз я здесь, я не могла не зайти в керамическую мастерскую. Здесь мне расскажут, а главное покажут, как делали керамическую посуду древние мастера. Normal, slowly to extract. After fire 900 degrees. This is white clay, like that. Here's the bisque, dry 1 month. After fire 1050 degrees. After, this is the painting, drawing, after glaze. Glaze to oven, 900 degrees, this one finish, like that. Мне тоже предложили попробовать поработать с глиной. И, конечно, я не могла отказаться от такого предложения. Что, сейчас попробуем что-нибудь слепить. Keep your
Прикольно, это круто. It's cool. Очень необычное ощущение. Глина вообще очень податливая. Еще бы понять, что из нее можно слепить. Ну, я пытаюсь слепить какой-то горшочек. Слушайте, это круто. Я теперь хочу пойти на какие-нибудь курсы гончарного мастерства. По-моему, я запорола кусок глины. Браво, браво, какую тарелочку. Потрясающе. Это здорово, это здорово. Грязно, но здорово. Пошли аргивать. Каппадокия осуществляет мечты. Как я узнала позже, цены здесь завышены. Например, в Гюреме можно найти похожие изделия за полцены. Но зато, покупая керамику здесь, вы точно можете быть уверены в том, что посуда сделана из качественного материала. Если честно, немножко страшно ходить рядом с такими вещами. Одно неловкое движение и 19 тысяч. А подожди, не 19 тысяч, 190 тысяч. 19 тысяч лир, то есть это где-то 190-200 тысяч рублей. Какие чашечки смешные, какая прелесть. Все эти искусные восточные узоры напоминают сюжеты сказок «Тысяча и одна ночь». А еще в некоторые белые красители добавляют фосфор, и получается вот такая вот красота. Вау, вау. It's magic. It's beautiful. Мы с вами были в мастерской, где делают керамические изделия, а сейчас мы приехали на реку, которая называется Кызыл-Эрмак, что в переводе «Красная река». И именно отсюда берут глину для изделий. Но мне кажется, что не в этом месте берут глину, потому что вода здесь просто чистейшая. И никакого красного оттенка не наблюдается. Это дерево мне напоминает меня, когда встаешь утром, а на голове просто такой растреп творится. То есть туристы днем могут куда-то ходить, а местные жители нет? Нет, и выходные. А в будние дни можно идти на работу? Да. А после работы домой? Да, домой. Замечательно. Домой? После 8 не надо. Нельзя. Все закрыто. Как во многих городах и странах, чтобы люди не сидели на скамейках в парках, их убирают в отдельное место. А чтобы их точно не растащили, связывают цепью. На первый взгляд очень приятный городок. Я бы приехала сюда еще раз, когда будут работать рестораны, магазины, когда здесь, в принципе, будет жизнь, и погуляла бы по его улицам. Мне кажется, он очень приятный. Смотрите, в какое красивое место нас привезли. Просто потрясающего. Здесь никого нет, туристов нет. Потрясающий вид. Можно покачаться вот на таких вот качелях. Здесь же продаются сувениры, а также можно посидеть и попить турецкого чая. Эта смотровая площадка совершенно новая. Здесь еще очень мало туристов и даже практически нет, потому что о ней мало кто знает. Смотрите, здесь просто потрясающий вид, очень много локаций для фото. Просто одно наслаждение здесь сидеть. Я обязательно оставлю ссылку к этой локации в описании ролика. В Гюреме можно
взять несколько экскурсий. Можно покататься на лошадях, а можно покататься вот на таких вот машинах. Ну, на квадроциклах. If you don't speak, then you won't get spoken to. People only see you when you up, then they notice you. Trying to be a legend, create lines is quotable. Only the real shall last, and I only know a few. People when they feelings always acting emotional. Ain't about a check, then it ain't negotiable. Gotta show respect to the people that's posting you. Soon to be on posters posted up like the older dudes. Now we aging like fine wine, how we supposed to do. Peep the shade on the timelines, that's how I'm supposed to cool. Shit is black and white like photos from a disposable. Certain situations you end up uncontrollable. All up in the... Смотрите, куда мы забрались. Такая поездка на квадроцикле обойдется вам примерно в $25 с человека. И поверьте, оно того стоит. Ощущение, будто ты находишься в каком-то фэнтези-фильме или как будто попал на полотна Дали. Экскурсия длится примерно 1,5 часа, и в течение этого времени вы посещаете несколько смотровых площадок, одна из которых находится в Долине Любви. Эти причудливые грибы называются перебаджалары, что в переводе означает камины фей или волшебные трубы. Секрет такой формы кроется в материале скалы. Основание труб – это уже знакомый нам мягкий вулканический туф, а верхушка – более прочный камень – базальт. Туф истончается от дождя и ветра, а базальту все равно. Так он и будет держаться на мягком туфе, пока рано или поздно эта конструкция не рухнет. Мы доехали сейчас на смотровую Красной долины и поднимаемся как раз на точку, где Viewpoint Sunset. Поездить по такой природе на квадроциклах – это очень здорово. Мне кажется, на квадроциклах в Каппадокии кататься – это как будто кататься где-то по другой планете, и это действительно очень атмосферно. Мы все не можем успокоиться с этими шарами. Через 1,5 часа у нас уже будет трансфер в аэропорт, но мы все равно решили пойти в Долину Любви, чтобы посмотреть взлет воздушных шаров. Потому что, говорят, оттуда открывается самый лучший вид. Сейчас мы это и посмотрим. Вообще вход сюда 3 лиры, но сейчас, видимо, из-за того, что раннее утро, никто здесь не сидит. Поэтому получилось бесплатно. Хотя все равно 3 лиры – это примерно 30 рублей. Не так и дорого. Апельсины, мандарины лежат, причем такие хорошие, неплохие. Подходи, бери. Турецкое гостеприимство. Мы дошли до Долины Любви, и здесь тоже, пожалуйста, лежат сувениры. Но самая красота происходит вот здесь. Начинается рассвет. Каппадокия – это место, которое заставляет вставать тебя рано утром, но ты об этом ни капли не жалеешь. Волшебное зрелище, как шары взмывают в воздух, хочется наблюдать снова и снова. И мне кажется, к этому невозможно привыкнуть. А вообще сюда стоит прийти даже не только из-за шаров, а для того, чтобы насладиться рассветом. Гюреме встретил меня как радушный друг и гостеприимный хозяин, теплом, красотой и уютом. Он удивлял меня и восхищал, убаюкивал и пробуждал. И я могу сказать точно, приехав сюда, вы не пожалеете. Друзья, я надеюсь, вам понравился на самом деле этот очень спонтанный выпуск. И я смогла передать вам хотя бы чуть-чуть атмосферу сказочной Каппадокии. Приезжайте сюда и наслаждайтесь этими видами. А также не забывайте про подписки, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока! Thank you.
you.